Всем добрый день! В одном из видео мы показывали, как самостоятельно изготовить закидушку с резиновым амортизатором, со съемным фрагментом. И обещали, что покажем, как ее забрасывать с помощью вот такого круглого мотовила и сам процесс ловли на эту снасть. Приступим к рыбалке. Итак, для заброса мы берем наше мотовило и сматываем резинку с него на землю, чтобы на мотовиле осталась только леска. При забросе мотовила держим в направлении к воде. Это можно сделать самому, но если на рыбалке вы вдвоем, лучше это сделать с напарником. Итак, сматываем резинку. Теперь берем за край веревки, где у нас узел, и раскручиваем наш груз в сторону заброса. Все, груз упал в воду, ждем 5 минут, чтобы груз устаканился на дне. 5 минут прошло, груз погрузился в рыл. Теперь выматываем нашу леску до резинки. И между резинкой и леской будем ставить фрагмент с крючками. Вот. Теперь берем фрагмент и за эти карабины его фиксируем. Отцепляем один карабин. На обеих концах фрагмента у нас петелечки. Одну петлю цепляем за карабин, на котором резинка. Застегиваем и разматываем фрагмент. И здесь у нас вторая петелька, которую мы цепляем за карабин, который находится на основной леске. Теперь у нас получается резинка, фрагмент с крючками и затем основная леска. Теперь наша задача каждый крючок оснастить наживкой. Сегодня в качестве наживки мы будем использовать опарыш. Будем ставить по одному опарышу. Один, подходи. Встречаем второй крючок. Всего у нас крючков 6. И последний крючок. Вот мы видим общим планом наш оснащенный фрагмент из 6 крючков. И теперь опускаем его в воду. Все, после того, как все крючки ушли в воду, теперь наша задача на берегу установить круглое мотовило. На самом деле это можно сделать разными способами. Мы же фиксируем наше мотовило с помощью вот такого рогачика для удочки. Здесь, как видите, есть отверстие. Вставляем рогачик в отверстие. Затем вставляем его в землю. Немного поднимаем. И основную леску заводим за рогачик. Вот таким вот образом. И сюда на леску цепляем бубенчики для того, чтобы слышать, когда у нас будет поклевка. Ну что ж, проловили мы уже часа 3. За это время мы меняли наживку где-то 6-7 раз. У нас не было ни одной поклевки. Как вы видели, мы бросали в этот пролив. Сейчас попробуем забросить в этот пролив. Может быть, ситуация как-то изменится. Будем пробовать. Уже солнце садится, нам уже пора собираться домой.
К сожалению, за целый день не было ни одной поклевки. Ну, мы сильно не расстраиваемся, потому как данный водоем никогда не славился хорошей рыбалкой. Но при этом мы сумели вам показать, как правильно работать с этой оснасткой. И сейчас еще в конце покажем, как ее доставать из воды. На самом деле резинка собирается совсем несложно. Вначале освобождаем наше мотовило, после чего наматываем на него всю леску до фрагмента. Вот у нас показался фрагмент с крючками. Отсоединяем первый карабин. При этом фрагмент аккуратно удерживаем, чтобы он не ушел в воду. Отсоединили и продолжаем фрагмент тянуть на себя. При этом его можно сразу наматывать на мотовильце или же укладывать на землю. Отстегиваем второй карабин. Теперь карабин, который у нас на резинке, соединяем с карабином, который у нас на леске. То есть делаем все то же самое, что мы делали при забросе снасти, только наоборот. После того, как мы два карабина соединили, аккуратно тянем резинку и вытаскиваем груз. В нашем месте нет никаких зацепов, поэтому груз достается очень легко. Здесь главное сорвать груз со дна, затем быстро тянуть за резинку, чтобы груз проходил над всеми препятствиями. Все, груз мы достали. Теперь все это наматываем на мотовило, и наша снасть собрана. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, смотрите много интересного видео. До новых встреч!